Перед нами карбюратор Solix с автомобиля ВАЗ-2109. Попробуем восстановить его до рабочего состояния. Самое первое, что необходимо сделать, это выровнять плоскость, так как я выяснил, что она кривая. Нижняя плоскость карбюратора. Если приложить линейку, то можно увидеть зазор. То есть просто был карбюратор перетянут. И искривлен он достаточно сильно. Вот такое его состояние. Заведомо знаю, что там не хватает некоторых жиклеров, так как он достался мне от человека, который это мне и сказал. Но все остальное будем смотреть по обстоятельствам. Предварительно разберем карбюратор, насколько это возможно. Здесь не хватает многих винтов, а точнее их здесь всего два.
Разобрали все, что необходимо. Полностью разбирать карбюратор я не стал, так как цель моего разбора – это выровнять нижнюю плоскость. С верхней крышкой разберемся потом, ее я не разбирал. Также некоторые детали я здесь оставил, то есть саму втулку и многое другое. Сейчас попытаемся выровнять плоскость, нам теперь ничего не мешает, за исключением маленького жиклерчика, который неразборный. Но мы что-нибудь придумаем. Итак, для того, чтобы выровнять плоскость, я подготовил ровную доску, молоток. Нагревать поверхность я буду, используя лишь плиту газовую, обыкновенную. Инструмента у меня сейчас под рукой нет, и искать я его не намерен. Именно поэтому используем обычный метод и нагреем на газовой плите. После того, как мы нагреем угол, будем выравнивать плоскость с помощью доски и бить по ней молотком. В общем, смотрите. Ну что ж, карбюратор подготовлен к выравниванию. Здесь я высверлил маленькое отверстие для того, чтобы не помять вот этот маленький жиклер. Сейчас мы будем нагревать углы карбюратора и с помощью подготовленных заранее ровной досочки и молотка будем выравнивать плоскость. То есть, в принципе, этот метод в домашних условиях. Давайте его и рассмотрим. Кстати, чем я буду нагревать? Нагревать я буду с помощью обычной домашней газовой плитки, так как инструмента сейчас какого-либо под рукой у меня нет. Ни газовой горелки, ничего другого. Ну что ж, смотрите. Нижняя плоскость карбюратора исправлена, теперь она ровная. Если взять линейку и ее приложить, то мы можем увидеть, что зазора больше нет.
Осталось лишь доразбирать карбюратор, то есть выкрутить некоторые оставшиеся жиклеры. К примеру, регулировочный винт и жиклер экономайзера. Заслонки разбирать не будем, экономайзер доставать не будем и вилку оставим. В принципе, все остальное разобрали. Переходим к верхней части карбюратора. Разбираем его. Лимонная кислота и соды добавим. И немножечко прокипятим наш карбюратор. Для лучшего эффекта можно накрыть крышкой.
Насчет жиклеров. Топливные жиклеры ставятся вот сюда. Тот жиклер, что поменьше, в моем случае, это 95-й, ставится в первую камеру, то есть в это отверстие. Первая камера, та, что уже. И в ней обычно есть заслонка. Находим 95-й, а второй 97,5. Два топливных жиклера. Итак, далее идут воздушные жиклеры. В моем случае 125 с маленькими отверстиями и 165 с отверстиями побольше. Естественно, в первую камеру, как всегда, 125, а во вторую 165. Заслонки должны открываться поочередно. После открытия первой камеры на 1/3 должна открываться вторая. Если это не так, настраиваем с помощью данного винта. Заметил еще одну деталь неприятную. Вот здесь отсутствует заглушка на обратке. Придется как-то изготовить самому ее. А так здесь на нижней части корпуса осталось установить резиновую прокладку на трубке холостого хода. И в принципе с нижней частью закончено. Все собрано. На данной регулировке еще добавил пружину.
Ссылочку на данный шаблон, как его начертить, оставлю в описании. Нужна она для регулировки поплавков, то, что вы сейчас и видели. То есть, чтобы данные стенки не касались или проходили очень аккуратно, и вверху было вот таким образом, чтобы впоследствии поплавки работали как положено и ничего не цепляли. А также, чтобы был верный уровень от поплавков до плоскости камеры, точнее корпуса. Жиклер холостого хода на магнитный клапан под номером 41. Установка, настройка и тестирование – это уже отдельная тема, а пока что наш карбюратор восстановлен полностью. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.